Теперь нам нужно аккуратно вырезать, вот немножечко отступая, полностью всю нашу брошку. Здесь главное лишнюю ниточку, которая у нас идет с вышивкой, не задеть. Так. Вот посмотрите, что у нас первоначально получилось. Здесь вот важно, еще раз повторяю, важно, чтобы вы не подрезали какую-нибудь нужную ниточку. Если вы ее подрежете, начнет тогда вышивка у нас расползаться. Теперь нам нужно взять кусочек картона и на картон обвести всю нашу брошь. Итак, начинаем собирать нашу брошь. Вот она у меня здесь готова. Что я сделала? Я вовнутрь вырезала из ватных дисков вот такие дополнительные элементы для объема. Вот здесь вот под глазиком. Дальше вот здесь вот это тельце. И вот это вот для хвостика. Таким образом мы вот так поднимаем место глазика. Глазик немножко должен вниз лежать, но все остальное, вот как бы головка, немножко должна быть объемная. Теперь вот в этом месте мы тоже придали объем. Здесь вот положили дополнительный элемент такой объема. И вот хвостик. Вот мы его как бы тоже немножко даже пальчиками можем немножко приподнять. То есть сделать вот такой объем. Вот, что у нас получилось, да? Сейчас я вам покажу. Вот, таким образом. Теперь мы перерисовали на кусочек картона нашу брошку. Я вырезала ее чуть меньше размера самой брошки, вот в реальности. Вот видите, в действительности брошка чуть больше. Слегка выходит она за размеры нашего картона. Ну, там, если что, потом можно будет подрезать, если что-то еще вылезет. То же самое мы сделали еще одну детальку такую, отметила я, но вырезать ее не буду. Я думаю, что, скорее всего, мы на нее приклеим, а потом уже вырежем в готовом виде все. Что нам нужно сделать еще? Да, вот заколочка обязательно у нас будет. Нам нужно еще универсальный клей. У меня вот момент, тут уже совсем чуть-чуть осталось, но я это буду использовать. Итак, что нам надо? Нам прежде всего надо все вот эти вот детальки, которые мы заготовили, приклеить к основке. Здесь подклеились и мешали в работе. Теперь мы должны смазать наш картон клеем. Помазываем все хорошо клеем. У меня клей уже совсем чуть-чуть, и он у меня как-то быстро сохнет. Поэтому я смажу и сразу же подклею нашу вышитую часть. Так, укладываем. Вот так. И теперь прям очень-очень хорошо вот эти вот края. Главное, чтобы края подклеились красиво. Вот. И вот этот объем, который мы делали, он у нас сохранился. Видите, нам нужно, чтобы наша брошка была объемной. Делаем объем на головке нашей птички. Закрепляем объем вот тут полностью. Вот в этом месте немножко. Хвостик он должен быть объемный. Вот такой. Вот так. И теперь уже наша брошка выглядит более интересно. Вот обратная сторона. Теперь нам нужно вот в этом месте, смотрите, я сейчас переверну. И вот здесь у нас будет застежка. По косой положим. Я ее отметила. Здесь делаем прорези небольшие с этой стороны, с этой стороны. И здесь сделаем треугольничек небольшой. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Вот, смотрите, промазала здесь клеем. Вот, сюда вставляю и сюда вторую часть вставляю. Видите, вот эти прорези. А в этот треугольничек вставляю тоненькую нашу булавочку. Вот она какая. И она должна у нас уйти вот сюда. Вот. Вот. Как бы заколочку мы закрепили. Вот. Это обратная сторона. Теперь нам нужно промазать нашу брошку
вместе с картонкой полностью очень-очень хорошо. Клея должно быть достаточное количество, чтобы все аккуратно проклеилось. Внешнюю основку кладем сюда. Мы ее вырезать пока не будем. Главное, чтобы она подклеилась. Вот, и хорошо, что мы не вырезали саму основку, потому что когда мы ее подклеиваем, то видите, насколько меняется, все равно потом подрезать надо. Поэтому мы сразу сначала подклеиваем, а потом уже будем вырезать. А вот она какая. Итак, наша птичка почти готова, и теперь нам нужно обработать этот край. Мы все вот здесь аккуратненько подклеили. Теперь вот этот вот боковой шов, видите, здесь я его уже обработала. А вот с этой стороны, вот здесь вот немножечко, чуточку виден картон. Поэтому нам нужно его обработать. Обрабатываем мы, используя мононить. Мононить — это вот у меня фирмы Гамма. Очень тоненькая такая леска. То есть мы берем большую иголочку, тоже не толстую, тоненькую, вдеваем эту мононить. Она такая скользкая, поэтому вот этот кончик нужно просто взять и завязать. Мононить почти невидима. Вот. И теперь она у вас крепко держится. Вот так опускаем кончик. Все, она теперь никуда у нас не убежит. Видите? То есть двойной узелок мы сделали. И теперь начинаем ей работать. Вот я уже тут прошила. Покажу, что у меня. Вот. Смотрите, мы берем кончик у нас нашей нити. Мы ее вот подхватываем. Вот. У меня вот так вот на пальчике. И всегда в том месте, вот где у нас еще не обработанная вещь. Теперь мы сначала берем с одной стороны на миллиметр, вот подшивка, где у меня, и с другой стороны краешек, таким образом, чтобы ниточка у нас шла вот под иголочкой. И затягиваем. У нас получается узелок. Видите, получается узелок. Вот это место мы подтягиваем. Вот опять на пальчик иголочку. Опять отступаем где-то вот сколько, миллиметр, да? Опять берем с одной стороны, с другой стороны. Ниточка у нас под. Вот это нашу петельку затягиваем. Опять укладываем. Опять еще увеличим. С одной стороны подцепили, с другой стороны подцепили. Вот. И петельку затянули. Опять с одной, с другой. Петелька у нас, нитка у нас петелечкой. И вот таким образом мы должны пройтись по всему краю. А почему надо это делать? Чтобы работа смотрелась аккуратнее. Цепляю с одной стороны, с другой стороны и делаю узелок. Мне кажется, что вот в моей работе бисер здесь не нужен. Ну вот таким образом мы прошиваем полностью все со всех сторон нашу брошку. Она у нас выглядит вот так. И практически она у нас уже готова. Она достаточно плотная. И хорошо и с обратной стороны выглядит. В принципе, мне она нравится. Вот таким образом можно делать разные брошки. Достаточно легко. Но я не могу сказать, что быстро, но тем не менее, такую брошку будут обращать внимание. Итак, спасибо, что были со мной. С вами была Ольга Канунникова.